перед шумом, перед прожектором. Есть мгновение тишины. И в этой тишине начинается элегантность. В одном кадре Тэхён превращает тишину в заявление. Одетый в глубокие черные тоны и скульптурные текстуры, он на сцене GQ выглядит не столько как модная фотосессия, сколько как произведение искусства в движении. Нет необходимости в преувеличенных позах или кричащих выражениях, его взгляд сам по себе несет вес, уравновешивая мягкость и силу с непринужденной точностью. Это та элегантность, которая не требует внимания, но неотразимо притягивает его. Что делает этот момент на GQ по-настоящему захватывающим, так это то, как Тэхён воплощает современную роскошь. Темный силуэт, тонкая игра света и изысканный стиль объединяются, чтобы отразить ауру тихой уверенности. Он не просто носит моду, он интерпретирует ее, превращая ткань и форму в продолжение своей художественной идентичности. Каждая деталь кажется продуманной, каждое движение сдержанным, но мощным, доказательство того, что истинный стиль заключается в контроле, а не в излишестве. В объективе GQ Тэхён предстает не просто мировой звездой, а культурной иконой, выходящей за рамки трендов. Его темная элегантность находит отклик за пределами границ, очаровывая публику по всему миру, которая видит в нем редкое сочетание уязвимости и авторитета. В этот момент мода становится вневременной, а Тэхён – незабываемым. Что особенно выделяется в этой фотосессии GQ, так это сдержанность, которую выбирает Тэхён. В эпоху, когда мода часто требует одобрения, он позволяет тишине говорить громче. Монохромная палитра подчеркивает его черты лица, акцентируя внимание на эмоциях, а не на излишествах. Каждая складка ткани кажется продуманной, словно созданной для того, чтобы отразить его внутреннее спокойствие. В его позе, застывшей между движением и неподвижностью, есть кинематографическое качество. Он кажется одновременно отстраненным и глубоко присутствующим, намеренное противоречие. Именно этот баланс поднимает образ за пределы моды, превращая его в чистое повествование. Темная элегантность Тэхёна коренится не только в тайне, но и в подлинности. Он привносит ощущение уязвимости, которое смягчает резкие линии высокой моды. Вместо того, чтобы подавлять наряд, его энергия гармонирует с ним. В результате получается визуальный диалог между мужчиной и концепцией. GQ запечатлевает его не как объект восхищения, а как творческую силу. Его выражение лица предполагает размышление, словно он приглашает зрителей в свой внутренний мир. Именно эта эмоциональная открытость оставляет неизгладимое впечатление. Как мировая икона, Тэхён глубоко понимает язык образов. Он знает, когда нужно сдержаться, а когда позволить эмоциям выйти наружу. Это понимание превращает фотосессию в момент единения. Зрители из разных культур находят смысл в его тонких жестах. Нет языкового барьера, есть только чувство и атмосфера. GQ становится холстом, а Тэхён – тихим рассказчиком. Вместе они создают визуальный образ, который остается в памяти надолго после того, как страница перевернута. В конце концов, этот момент с иконой GQ – это нечто большее, чем просто стиль или статус. Это олицетворяет эволюцию художника, музы моды и культурного символа. Мрачная элегантность Тэхёна отражает зрелость, сформированную опытом и самоанализом. Он больше не стремится к вниманию публики, оно естественным образом следует за ним. Мир наблюдает не потому, что он требует внимания, а потому, что он вдохновляет его. В этом сила сдержанного присутствия в чистейшей форме. И в этот момент Тэхён очаровывает мир, не произнося ни слова. Этот момент для GQ также отражает глубокую связь Тэхёна с искусством за пределами моды. Его опыт музыканта и визуального энтузиаста тонко влияет на каждую позу. В его неподвижности есть ритм, как пауза между музыкальными нотами. Атмосфера кажется продуманной, но при этом эмоционально органичной. Ничто в кадре не выглядит натянутым или показным. Напротив, подлинность становится самым сильным визуальным элементом. Это напоминание о том, что истинное искусство выходит за рамки средства и формы. Стиль GQ усиливает этот нарратив, не затмевая при этом его главного героя.
Темные текстуры обрамляют Тэхёна, представляя его одновременно современным и вневременным. Четкий крой сочетается с плавными движениями в идеальной гармонии. Свет и тень играют на его лице, словно тихий диалог. Каждый элемент поддерживает историю, а не конкурирует за внимание. Эта синергия подчеркивает, почему Тэхён легко вписывается в мир высокой моды. Он не подстраивается под концепцию, концепция подстраивается под него. Что очаровывает зрителей по всему миру, так это эмоциональная доступность этого изображения. Несмотря на контекст высокой моды, оно кажется глубоко человечным. Зрители чувствуют созерцание, спокойствие и легкий оттенок тоски. Эти эмоции находят отклик независимо от происхождения или культуры. Выражение лица Тэхёна становится зеркалом для личной интерпретации. Каждый видит что-то свое, но одинаково значимое. Это универсальность, отличительная черта настоящей иконы. С течением времени эта публикация в GQ становится важной вехой в творческом пути Тэхёна. Она знаменует собой этап, когда уверенность утихает, а зрелость становится очевидной. Ушла в прошлое потребность в смелых заявлениях или драматическом эффекте. Осталось лишь присутствие, устойчивое, основательное и самоуверенное. Он воплощает эволюцию, сформированную опытом, а не трендами. Этот момент воспринимается не столько как реклама, сколько как самовыражение. Портрет художника, полностью осознающего, кем он стал. В конечном счете, момент иконы GQ определяется не одной фотографией. Он определяется чувством, которое остается надолго после просмотра. Темная элегантность Тэхёна побуждает к размышлению, а не к мгновенной реакции. Она просит зрителей замедлиться и по-настоящему понаблюдать. Таким образом, она бросает вызов быстрому темпу современной модной культуры. Это не просто изображение, это атмосфера. И через GQ Тэхён оставляет тихий, но незабываемый след в мире. Этот момент также укрепляет позицию Тэхёна как моста между поп-культурой и высоким искусством. Он комфортно существует на пересечении музыки, моды и эмоционального повествования. Благодаря GQ эта многогранная идентичность становится визуально осязаемой. Изображение кажется тщательно подобранным, но в то же время глубоко личным. Оно отражает человека, который понимает свое влияние, но не поглощен им. За спокойствием скрывается намерение, за сдержанностью – уверенность. Такой баланс встречается редко, именно эта редкость определяет его очарование. Взгляд Тэхёна в этой фотосессии для GQ хранит тихий рассказ о взрослении. Он говорит о годах, проведенных в центре внимания, и об уроках, усвоенных за это время. Вместо сопротивления в его выражении лица – принятие. Он кажется непринужденным как в отношении славы, так и одиночества. Эта двойственность добавляет глубины рассказываемой визуальной истории. Мода становится средством самоанализа, а не демонстрации. Результат кажется честным, интимным и тихо сильным. В более широком контексте моды подобные моменты переосмысливают мужественность. Тэхён демонстрирует силу без агрессии, элегантность без излишеств. Он бросает вызов традиционным нормам через мягкость и эмоциональную глубину. GQ запечатлел этот сдвиг с удивительной чуткостью. Изображение побуждает к новому пониманию уверенности. Уверенности, основанной на самосознании, а не на доминировании. Это тонкое переосмысление находит сильный отклик у мировой аудитории. В этом визуальном образе также присутствует вневременное качество. Тренды могут исчезнуть, но атмосфера останется. Темная элегантность Тэхёна кажется неподвластной сезонным изменениям. Она черпает вдохновение как из классического кино, так и из современного минимализма. GQ представляет его как фигуру, не принадлежащую ни к одной эпохе. Прошлое, настоящее и будущее, кажется, сходятся в одном моменте. Эта вневременность гарантирует, что образ останется актуальным на долгие годы. По мере развития сюжета становится совершенно очевидной одна истина. Это больше, чем просто сотрудничество Тэхёна и GQ. Это отражение идентичности, сформированной через искусство и опыт.
Момент, когда мода служит языком, а не украшением. Тэхён не просто выглядит культовым, он кажется неизбежным. Его присутствие тихо сохраняется еще долго после того, как изображение исчезает из поля зрения. И в этой тишине его влияние говорит громче всего. Эта статья GQ также подчеркивает силу тонкого повествования в визуальных медиа. Здесь нет драматического фона, конкурирующего за внимание. Вместо этого простота позволяет эмоциям проявляться естественным образом. Присутствие Тэхёна заполняет пространство, не подавляя его. Композиция кажется продуманной, почти медитативной. Каждая деталь побуждает зрителей остановиться и задуматься. В этой паузе изображение по-настоящему оживает. Что делает этот момент таким захватывающим, так это его тихая уверенность. Тэхён не полагается на зрелищность, чтобы заявить о своем влиянии. Его спокойное поведение само по себе становится заявлением. Это отражает зрелость, сформированную временем и самопознанием. GQ запечатлел этот этап с поразительной ясностью. Результат кажется основательным, искренним и глубоко трогательным. Это уверенность, выраженная через неподвижность, а не через движение. Для многих этот образ представляет собой более глубокую эмоциональную связь. И поклонники, и зрители чувствуют знакомое в этой элегантности. Приятно видеть, как уязвимость сосуществует с силой. Тэхён позволяет эмоциям существовать без объяснений. Эта открытость приглашает к интерпретации, а не к указаниям. Каждый зритель устанавливает личную связь с моментом. Эта общая интимность поднимает образ выше уровня моды. Как культурная фигура, Тэхён продолжает изящно развиваться. Он движется вперед, не отказываясь от сути того, кто он есть. Этот момент GQ запечатлел эту эволюцию в ее чистейшей форме. Нет спешки, нет торопливости, только присутствие. Это отражает человека, находящегося в мире со своим путем. Мода становится отражением внутренней гармонии. Именно такая подлинность придает изображению неприходящую силу. В конечном итоге, этот визуальный образ представляет собой тихое заявление. Он утверждает, что для воздействия не всегда нужна громкость. Что элегантность может существовать в сдержанности и размышлении. Через GQ Тэхён дарит момент спокойствия в шумном мире. Напоминание о том, что настоящие иконы остаются благодаря подлинности. Это не просто запечатленный кадр, а неизгладимое впечатление. И оно будет продолжать очаровывать еще долго после того, как момент пройдет. Это неизгладимое впечатление говорит о природном умении Тэхёна создавать атмосферу. Он понимает, как заполнить пространство, не подавляя его. В кадре GQ он становится частью настроения, а не его центром. Эта сдержанность позволяет зрителям погрузиться в него, а не отстраниться. Изображение дышит, давая место для интерпретации и эмоций. Такая выдержка отражает артиста, который полностью доверяет своему присутствию. Это уверенность, отточенная терпением и опытом. Диалог между Тэхёном и камерой кажется невысказанным, но в то же время интимным. В каждом запечатленном моменте чувствуется взаимопонимание. Он искренен, а объектив отвечает уважением. Перспектива GQ ставит нюансы выше зрелищности. Эта взаимность превращает фотографию в тихий разговор, разворачивающийся медленно с каждым взглядом. Он приглашает зрителей слушать, а не просто смотреть. В этот момент индивидуальность Тэхёна остается безошибочно узнаваемой. Он не растворяется в концепции и не доминирует над ней. Вместо этого он органично сосуществует со стилем и обстановкой. Эта гармония раскрывает утонченное чувство собственного достоинства. Осознание того, что истинная индивидуальность не нуждается в преувеличении. GQ запечатлел этот баланс с намеренной тщательностью. Результат выглядит непринужденным, но в то же время глубоко продуманным. По мере развития моды подобные моменты устанавливают новые стандарты. Они ставят чувство выше тренда и содержание выше демонстрации. Темная элегантность Тэхёна становится ориентиром.
Не для подражания, а для вдохновения. Это способствует более медленному, вдумчивому восприятию стиля. GQ позиционирует его как тихого лидера в этом сдвиге. Того, кто влияет своим присутствием, а не показным поведением. В конечном итоге, эта глава завершается чувством спокойной уверенности. Момент, когда Тэхён становится иконой GQ, кажется завершенным, но в то же время открытым. Он намекает на будущие проявления, которые еще ждут своего раскрытия. Что остается неизменным, так это его приверженность подлинности. Через мрачность, элегантность и сдержанность он оставляет свой след. Негромко, но неоспоримо. И именно это делает этот момент по-настоящему культовым. Этот момент также побуждает к размышлению о природе самого влияния. Влияние Тэхёна измеряется не шумом или провокацией. Оно измеряется тихим вниманием, которое он привлекает без усилий. В рамках GQ влияние кажется органичным, а не сконструированным. Он ведет без указаний, вдохновляет без настойчивости. Такое присутствие невозможно создать искусственно или поспешно. Это достигается искренностью и временем. Запечатленная здесь элегантность кажется глубоко продуманной. Каждая пауза, каждый ракурс, каждая тень служит определенной цели. И все же ничто не кажется жестким или чрезмерно контролируемым. Тэхён оставляет место для несовершенства и человечности. Эта открытость смягчает точность высокой моды. GQ обрамляет этот баланс тонкой изысканностью. Вместе они создают момент, который кажется живым, а не постановочным. В выборе сдержанности также присутствует тихая смелость. В отступлении, когда мир ожидает зрелища. Тэхён принимает эту смелость с естественной легкостью. Его неподвижность становится формой самовыражения. Это бросает вызов предположению, что громче значит сильнее. GQ усиливает это послание без преувеличения. Результат – сила, выраженная через спокойную ясность. По мере того, как зрители возвращаются к этому изображению, продолжают всплывать новые смыслы. Настроение меняется в зависимости от момента повторного просмотра. Иногда это кажется интроспективным, иногда тихо вызывающим. Эта текучесть поддерживает визуальную составляющую живой и развивающейся. Выражение лица Тэхёна допускает бесконечные интерпретации. GQ сохраняет эту открытость, а не определяет ее. Благодаря этому изображение остается бесконечно актуальным. В своем финальном резонансе этот культовый момент GQ кажется завершенным, но не завершенным. Он остается скорее чувством, чем заключением. Тэхён стоит не на конечной точке, а в движении. Находясь на стыке прошлого и будущего. Его темная элегантность сигнализирует о преемственности, а не о завершении. Обещание глубины, которое продолжает раскрываться. И мир остается тихо завороженным. На этом этапе изображение начинает казаться почти философским. Оно поднимает вопросы об идентичности, присутствии и самовыражении. Тэхён, кажется, чувствует себя комфортно, существуя в рамках этих вопросов. Он не спешит к окончательным ответам. Вместо этого он позволяет двусмысленности оставаться частью повествования. GQ принимает эту открытость с вдумчивой сдержанностью. Вместе они побуждают к размышлению, а не к выводу. Это ощущение двусмысленности добавляет глубины общему впечатлению. Зрителям не говорят, что чувствовать или как интерпретировать момент. Им дается пространство для выражения собственных эмоций. Выражение лица Тэхёна выступает в роли тихого катализатора. Оно пробуждает размышление, а не реакцию. Кадрирование GQ поддерживает эту эмоциональную свободу. В результате получается глубоко личное взаимодействие с изображением. В тишине также присутствует движение. Не физическое, а эмоциональное и символическое. Присутствие Тэхёна говорит о происходящей трансформации. Эволюции, которая остается верной своим истокам. Этот баланс между изменением и преемственностью кажется намеренным.
GQ запечатлевает этот переход без драматизации, позволяя росту говорить самому за себя. Как визуальное высказывание, этот момент сопротивляется простой классификации. Это не только мода и не чисто портретная фотография. Он существует где-то посередине. Тэхён занимает это пространство с естественной легкостью. Размывание границ без навязывания. GQ признает эту двойственность и сохраняет ее, создавая ощущение простора, а не замкнутости изображения. В более широком культурном контексте такие моменты остаются актуальными. Они не гонятся за вниманием, но при этом остаются. Темная элегантность Тэхёна тихо запечатлевается в памяти. Она становится чем-то ощутимым, а не просто воспоминаемым. Благодаря GQ это чувство обретает форму. Тонкое эхо, которое продолжает резонировать. Долго после того, как само изображение исчезает из поля зрения. По мере углубления повествования изображение начинает казаться интроспективным. Оно отражает момент паузы в быстро меняющемся мире. Тэхён воплощает эту паузу с естественным спокойствием. Он выглядит уравновешенным, осознанным и тихо задумчивым. GQ запечатлевает эту тишину, не нарушая ее, позволяя тишине стать частью композиции. В этой тишине смысл продолжает раскрываться. В этом моменте присутствует эмоциональная глубина. Не тяжелая, а устойчивая и успокаивающая. Выражение лица Тэхёна говорит скорее о понимании, чем об уверенности. Он, кажется, находится в гармонии со сложностью и нюансами. Эта эмоциональная зрелость сильно резонирует со зрителями. GQ обрамляет это с уважением и тонкостью, позволяя глубине говорить громче, чем дизайну. Со временем это изображение превращается в точку отсчета. Не только для моды, но и для художественного присутствия. Оно показывает, как сдержанность может усилить воздействие. Как подлинность может переосмыслить элегантность. Тэхён легко воплощает эту философию. GQ возвышает ее без излишеств, создавая момент, который кажется тихо, но определенно. Связь между объектом и зрителем остается неразрывной. Каждый просмотр открывает что-то новое, что-то личное. Изображение не стареет, оно развивается. Темная элегантность Тэхёна адаптируется к состоянию души зрителя. Эта текучесть поддерживает момент живым. GQ с точностью сохраняет это вневременное качество, гарантируя, что изображение останется эмоционально значимым. В своей конечной сути этот культовый момент GQ становится состоянием чувств. В нем сосуществуют спокойствие, глубина и тихая уверенность. Тэхён выступает символом взвешенного влияния. Он не отстранен и не преувеличен. Его присутствие мягко задерживается, без навязчивости. Это элегантность, которая шепчет, а не заявляет. И через этот шепот мир продолжает слушать. По мере продолжения этого визуального путешествия чувство интимности усиливается. Изображение кажется менее наблюдаемым и более переживаемым. Тэхён приглашает зрителей в общий момент тишины. В его открытости чувствуется доверие, в его сдержанности – комфорт. GQ поддерживает эту близость благодаря тщательному кадрированию. Ничто не вторгается в эмоциональную суть, позволяя связи формироваться естественным образом. Эта близость превращает фотографию в тихий обмен. Фотография, где эмоции тонко передаются между объектом и зрителем. Тэхён не играет на камеру. Он просто существует в кадре. Эта подлинность становится самым сильным заявлением изображения. GQ чтит эту искренность с минимальным вмешательством, сохраняя честность момента. Во многом этот момент GQ отражает личную эволюцию. Он запечатлел этап, определяемый ясностью и принятием. Тэхён кажется укорененным в своей собственной истории, не обремененный ожиданиями или сравнениями. Эта свобода позволяет его присутствию углубиться. GQ признает этот сдвиг и бережно его документирует.
превращая рост в визуальный язык. В этом изображении также заложена тихая стойкость. Сила, сформированная не сопротивлением, а пониманием. Тэхён несет эту стойкость с мягкой уверенностью. Это видно в его позе, взгляде, неподвижности. GQ подчеркивает это качество без преувеличения, позволяя ему естественно существовать в композиции. Свидетельство неприходящей внутренней силы. По мере приближения к завершению эпизода изображение запечатлевается в памяти. Не как зрелище, а как чувство. Темная элегантность Тэхёна остается незаметной. Она проявляется в момент размышления и спокойствия. В GQ это присутствие обретает прочную форму. Тихий отголосок подлинности и изящества. Отголосок, который продолжает резонировать за пределами кадра. Некоторые моменты не обязательно должны быть громкими, чтобы запомниться. Благодаря тишине, элегантности и подлинности этот знаковый момент GQ напоминает нам: истинное влияние ощущается, а не объявляется.